Программа абсолютно реалистичная, а не маниловщина. Так, на прошлом Всебелорусском народном собрании Лукашенко говорила о планах на ближайшую пятилетку. Только вот ни один из них так и не выгорел. К примеру, зарплату прогнозировали на уровне минимального потребительского бюджета, который сейчас составляет 430 рублей. Однако минималка все равно оказалась ниже. Как и не выполнили план по увеличению пенсий. Их размер должен был составить 40% от средней зарплаты по стране. Но и тут не дотянули. Не удалось властям снизить количество импортной продукции. Доля иностранных товаров все равно выросла, а отечественных упала. К примеру, белорусы стали чаще покупать импортные овощи, макароны, обувь, одежду, холодильники и стройматериалы. И, естественно, не сбылись мечты диктатора о том, чтобы отечественные предприниматели стали главным двигателем в развитии экономики. Перечислять можно до бесконечности, но, несмотря на провалившуюся пятилетку, Лукашенко продолжает обещать. А на сегодняшнем собрании и вовсе сравнил нынешнюю ситуацию в стране с развалом Советского Союза. Только тогда была полная безнадега, а сейчас мы выстоим, потому что у руля он самый. Правда, не без помощи Запада. Ему нелегитимно и во время своего выступления отправил особое послание. Не учите нас жить, а помогите материально. Если в Беларуси отрубят всякие тиктоки, инстаграмы и фейсбуки, ответ будет решительным – создать свой интернет, полностью подконтрольный КГБ. Такую инициативу на Всебелорусском народном шабаше озвучит военный комиссар Гомельской области Андрей Кривоносов. На нашем ресурсе мы сами будем хозяевами и руководителями, заявил он. Вот только не совсем понятно, о каких мы, говорит полковник, ведь речь идет явно не о белорусском народе, который вполне комфортно чувствует себя в глобальной сети. Чего не скажешь о приспешниках нелегитимного, которым пришлось создать целое подразделение для мониторинга за интернетом на предмет разнообразных высказываний о них самих и их любимом руководителе. К слову, единственная страна в мире, где есть свой собственный интернет, чуть более чем полностью наполненный идеологией и речами солнца нации, это Северная Корея. Видимо, Лукашенко решил взять на вооружение именно такую ролевую модель для подражания. К слову, чуть более месяца назад уже появились первые звоночки. В Беларуси запустили собственную платную электронную почту. Что ж, очевидно, инновации Лукашенко не намерены на этом останавливаться. И в скором времени мы можем увидеть и чисто белорусские соцсети, где за каждый пост, славляющий нелегитимного, можно будет получить лайк от Озаренка. В конце февраля у нелегитимного запланирована первая в этом году встреча с Владимиром Путиным. Она пройдет в солнечном Сочи, и на ней Лукашенко по традиции собирается просить денег. Финансовые аппетиты незаконного правителя продолжают расти. По информации издания «Коммерсант», он собирается выклинчить у своего хозяина очередные 3 миллиарда долларов под благовидным предлогом на АЭС. Судя по событиям, происходящим на станции, предыдущих 4,5 миллиардов, которые Путин и Росатом выделили на ядерного монстра в Островце, не хватило даже на то, чтобы поставить там качественные трансформаторы. По данным источника, вопрос о выделении денег уже решен. Примечательно, что об итогах предыдущей встречи двух самодержцев в Сочи простые граждане так и не узнали. Можно лишь предполагать, что на ней обсуждалась так называемая глубокая интеграция России и Беларуси. Проще говоря, Лукашенко торговался о сливе независимости нашей страны. В данном контексте сумма в 3 миллиарда выглядит символично. Вероятно, именно во столько кремлевский лидер оценил его любимую. Сегодня должен был начаться суд над 18-летним активистом анархистского движения Иваном Красовским. Но поскольку все силы зла брошены на поддержание правопорядка на улицах Минска, заседание решили перенести. Процесс примечателен тем, что после задержания в августе прошлого года силовики избили парня так сильно, что более 2 недель ему пришлось провести в инвалидной коляске. Его задерживали возле вокзала по некой ориентировке, затем пытали в РУВД и на Крестина. Только врачи смогли настоять на госпитализации, когда Иван уже лежал на полу камеры, полностью обездвиженный. В следующий раз Красовского задержали в сентябре, уже по уголовному обвинению за якобы участие в массовых беспорядках. С тех пор он находится в СИЗО Новодарского. Процесс по делу анархиста пройдет 18 февраля в суде Советского района в 10:30 утра. Фильм о белорусских протестах «Кураж» покажут на одном из главных кинофестивалей мира Берлинале. Эта документальная картина, снятая белорусским режиссером Алексеем Полуяном, раскрывает историю 3 жизней и показывает, чего стоит быть независимым актером в белорусских реалиях. Главные герои фильма проходят через самые важные этапы белорусского протеста. Это и предвыборные надежды, и разгоны 9-11 августа, и многотысячные мирные демонстрации. Алексей Полуян известен своей короткометражкой «Озеро радости» по роману Виктора
Мартиновича, которая была показана на 70 кинофестивалях, а также вошла в длинный список Оскара. И в конце хотелось бы озвучить имена самых активных зрителей Маланки. Это Купер, Влад Дробыш, Не сварбу и Виктор Мисуро. Пожалуйста, напишите в наш бот, адрес которого вы видите сейчас на нашем экране. У команды Маланка есть для вас интересное предложение. До встречи завтра и живе Беларусь!